Привет, мои дорогие! Здесь можно сделать обзор моей новой колоды Ленорман. Это удивительная и необычная колода и очень оригинальная. Сейчас я буду ее открывать вам и показывать. Здесь вы можете посмотреть каждую карту. И если вы хотите для себя купить, вы посмотрите мое мнение, тоже узнаете, потому что я ленорманист, энтузиаст и обожаю все это и очень-очень давно этим занимаюсь. Я, в общем, с первых рук от человека, который много-много колод Ленорман в своих руках держал. Конечно, у меня есть огромная моя личная коллекция Ленорман. И вот это добавка в мою копилочку, в мою коллекцию. Знаете, чтобы было интереснее вам смотреть, я буду тоже брать по 2 карты. И мы все знаем, что в колоде Ленорман 36 карт. Да? По 2 карты у нас с вами будет 15 и 3, 18. 18 будет таких мини-раскладов. Вы можете выбрать для себя номер, кстати, один от 1 до 18. И таким образом, я буду делать это спонтанно, таким образом вы посмотрите ответ на свой вопрос. Почему нет? Да? Будем делать так, чтобы вам было интереснее тоже разглядывать карты в первый раз, а также для себя получить какую-то максимальную пользу. Я всегда люблю делать все с пользой и все логично. Ну что ж, приглашаю вас устроиться поудобнее, получить эстетическое удовольствие, а тоже, может быть, и посмотреть свое будущее на этих замечательных картах, которые я сейчас буду для вас открывать. Сразу скажу, что когда я увидела эту колоду в магазине, а я купила ее в эзотерическом магазине, не на лайн, я часто покупаю онлайн карты, но этот раз в магазине, и выпущена она в 2021 году, да, она такая вот, и ее автор Гнидмен, это Алексеев, такой есть художник, он живет в Москве, российский художник. Когда я увидела эту колоду, она была запечатана, и мне не позволили ее открыть. Наверное, она одна у них была, не знаю. То есть мне нужно было ориентироваться только на вот эти 3 карты, которые на коробочке. Я сразу не знала, что делать мне, потому что если это коса, то это очень свободная интерпретация косы. Вот эта карта коса, да? Очень странная интерпретация косы. Можно увидеть здесь меч, только половина его. И я поняла, что это стиль художника. Потом я сразу пошла на Google и посмотрела, кто он. И вот в таком стиле он вообще делает картины. И я купила, потому что я люблю новые колоды, не зная, что внутри. Вот, сейчас мы посмотрим с вами, что внутри, и будем знать вместе. Необыкновенно лаконичная книжечка. Написано, что он сам ее сделал. Это его слова. Это довольно приятно, что молодой человек, скорее всего, нигде информации о нем никакой нет, только его произведение. Похоже, что молодой человек и увлекается Ленорман. Это довольно приятно слышать. Вот такая очень-очень лаконичная книжица. И Малефик, это, конечно же, злая колода, чтобы смотреть негатив, да. Сделана со вкусом, сразу скажу. Коробочка необыкновенно сделана со вкусом, очень твердая, хорошая. Сейчас уже US Games стала делать очень высокого качества карты и коробочки, раньше этого не было. Но сейчас они US Games, современные карты, не уступают даже итальянским Ла Скарабеа. Очень и очень элегантно сделано. Размер потрясающий. Такие карты Ленорман есть французские, еще одни, то есть такого размера, длинного. И это очень удобно для руки. У меня маленькая ладонь, и мне очень-очень удобно держать эти карты. Очень удобно. Так что вот, смотрите, какая красивая рубашка у них. Давайте для начала посмотрим рубашку с вами. И здесь глаз, да? Вот это как глаз человека, если вот так смотреть. Но так тоже глаз. Скорее всего, это глаз, зрачок вон. То есть мы смотрим как бы в скважину, да? Это можно решить, что это дверь. Дверь. Каждая карта – это дверь. Это здорово понимать. Каждая карта в дверь того, чего вы еще не знаете. Это очень, очень хороший концепт, очень правильный метафорический концепт. И вот эта скважина, и здесь нужно подобрать ключ. Ключ будет интерпретация каждой карты.
И интересно, что Ленорман, ну, напоминаю, никогда не читается по одной карте, самое меньше по две. Так что, чтобы подобрать ключик к вопросу, нужно как минимум 2 карты. Очень яркая рубашка у них, потрясающая совершенно. То есть яркий, полный взгляд, да, вот как бы зрачок, полный яркий взгляд на будущее, на действительность, логический взгляд, очень классно. Но когда вы смотрите, во-первых, какой прекрасный у него edge, я не знаю, как сказать, вот эта часть карт, да, какая она прекрасная, она темная, очень здорово. Они довольно глиттеры, как сказать, блестящие, да, лаковые такие, да, лакированные. Это слишком, на мой взгляд, но для того, чтобы их тасовать, очень здорово. Я тасую карты, моим образом я делаю вот так, у меня 2 руки действуют, и это лучше, чем вот так делать. Только 2 раза можно перемешать, но я их вот так погружаю, они сами куда им нужно распределяются. Поскольку они очень гладкие и лаковые, легко они идут при тасовке. Ну вот, сейчас я буду показывать вам по 2 карты. И тоже буду читать для вас эти 2 карты. Так что загадайте себе номер от 1 до 18. Если хотите посмотреть flip-through, распаковку по колоде, а также посмотреть ответ на свой вопрос. Можно разные номера загадать. А когда будете смотреть опять, вообще-то видео можно пересматривать, каждый раз другой номер загадывать и для себя узнавать ответ на свой вопрос. Я подумала, так вам будет интереснее. Ну вот, смотрите. Очень хорошо они тасуются по моему методу. Я, знаете, когда делаю расклады, часто это не показываю на камеру, но чтобы как бы в дверь постучаться, я во-первых, их глажу и 2 раза постучаться в дверь. Будем с вами смотреть. Давайте начинать. Итак, Солнце, первая карта, и дом. Вот это расклад. Вот это замечательнейший расклад. Солнце и дом. Чего желать лучшего, да? Солнце в доме. Это радость в доме, это счастье, это прекрасная атмосфера в доме. Солнечный дом купите на солнечной стороне улицы. Есть такая даже песня в Голливуде «On a sunny side of the street». На солнечной стороне улицы. Дом такой сказочный, да. Конечно, интуитивно, все так, как, знаете, как из подсознания, довольно сюрреалистично, так, загадочный такой дом на холме. Ну и солнце в доме. То есть на любой вопрос это ответ «да». Это ответ «да», солнце в доме. Здорово. Будем смотреть следующие 2 карты. Гроб и корабль. Ну, я хочу сказать, что вот у меня бабушка моя, ну и 1, и 2, я не знаю, как у вас, пишите в комментариях, очень редко ездила в путешествия, почти никогда, наверное, да. Мы сейчас, после того, что вот это случилось с миром, всем тоже, наверное, будем довольствоваться тем, где мы живем, да, вот скажите нет путешествиям, опасное путешествие. Смотрите, какой корабль, такие волны зеленые, черные, корабль пиратский, ветер такой грозный, небо буквально заря такая пурпуровая, и гроб тоже страшный. Гроб как будто из какого-то фильма ужасов. В общем, это идея этого автора, как из фильма ужасов, все, да. С одной стороны, что такое вообще эти страшилки? Страшилки – это освободиться от страха внутренних, да, потому что когда мы эти страшилки смотрим, мы уже свои страхи погружаем в страшилки, то есть страхи у нас уходят. Это все знают, что страшилки освобождают от страхов. По принципу подобное лечит подобное. Итак, букет. Посмотрите, какой букет, да. На нем есть тоже цветы животные. Где-то моя указочка здесь была. 1 минуту, да, вот моя указочка. Вот этот цветок – это цветок животное. Он ест насекомых. Да, страшноватый букет, да. И это гора. Видите, какая гора? Как будто это тучи, и гора выше туч. Такая высокая гора.
Препятствие. Препятствие в том, что вы себя не любите, себя считаете какой-то не такой, как нужно. Потому что букет – это красота. Красота, привлекательность. А гора – это препятствие. Находите в себе одни минусы. Ну, во всяком случае, вот так эти две карты означают, что препятствием является часто то, что мы в себе критикуем себя, ищем в себе отрицательные какие-то черты. Итак, следующий расклад из двух карт. Я, может быть, буду говорить по номера. Итак, раз, два, три, четыре. Это четвертый расклад, четвертый номер. Мы смотрим карты, мы смотрим новые мои карты. В то же время можете получить ответ на свой вопрос, если 4 загадали. Луна. Смотрите, какая луна. Интересная луна. Какие-то кратеры на ней, вот, да? Смотрите. Вулканы. Вулканы какие-то. Ну и глаз. Смотрит луна. Следит за вами. На Луне ваши предки, они за вами следят. Хотят помочь. Луна вместе с картой, которую здесь назвал автор Horseman. Horseman, наверное, потому что он называется Gnidman. Он сам себя так назвал. Gnidman. Это его такой ник, как у меня колено, да, у него Gnidman. Horseman. Ну, это rider. Правильно, ну, как бы, не то, что правильно, все правильно, как есть. Райдер – это ее классическое название, или всадник, да. То есть Луна пошлет вам что? Что-то новое. Откройте для себя что-то новое. Луна – это вообще перемены, потому что она всегда имеет разную фазу. У вас будут перемены, свидания могут быть. Это четвертый был номер. Интересно, когда? Итак, чтобы мне не запутаться, вот у меня номера. Ой, извините, вот так сделаю. Итак, вот у меня номера. 4 было. 5. Пятый номер. Вот эта карта Star, или же звезда. Смотрите, какая здесь звезда. Очень-очень яркая. Она отличается от всех других карт в колоде. Звезда здесь очень яркая. Ну, не зря шестерка червовая, ведь это же подарки судьбы, подарки от любимого, да, звезда такая яркая-яркая. И змея, смотрите, какая страшная, да. Змея хочет съесть звезду, но она не сможет. Если вы будете себя считать яркой звездой, никакие змеи, никакие негативные люди не смогут вам помешать. Это вам гарантируется. Поэтому пятому раскладу. Интересные карты, да? Забываю сделать меньше. Итак, смотрим. Шестой расклад. Вот госпожа, ваша карта вышла. Интересная, очень фигуристая госпожа здесь, элегантная. И держит символ Венеры в руках. Какие волосы шикарные. Но лицо вот такое, да. Лицо такое мистическое, можно сказать. И карта клевер. Госпожа смотрит на клевер. В Ленорман направление карт очень важно. Так что будет удача у вас, того, кто смотрит. Это карта вопрошающего. У вас, того, кто смотрит, будет удача. Клевер очень оригинальный тоже, да? Итак, это у нас был с вами шестой расклад. Смотрим седьмой. Лилии и лиса. Очень красивая лилия, странная, конечно, как все, ну, такой стиль у художника. Она, как знаете, вот здесь как будто она пен, или такая брошь какая-то, причем острая. Лилии и очень страшная лиса. Смотрите, какая страшная, закрученная. Ну, лиса это может быть враг, может быть недоброжелатель, тот, кто скрывается под личиной друга. Вот такой вот злой человек. И, кстати, лилия тоже, вот лилия часто притворство какое-то вместе с лисой. Лилия может многое означать, вплоть до самого лучшего, как Дева Мария. Но вместе с лисой лилия может означать притворство. Кто-то в вашем окружении не тот, за кого себя выдает. И это в вашем окружении, не виртуально, а именно в окружении. Итак, у нас здесь был седьмой расклад. Смотрим восьмой. Если это птицы, то их очень трудно узнать. Здесь даже какие-то птенцы, много птиц. Раз, два, три,
4, 5, вот такие клювы, да, ну, клювы здесь много можно считать, как перья, хвосты, клювы, все вместе закручено. То есть такой, знаете, склочный разговор, сплетни, наговоры, такая чернота, да. Вместе с картой книга. Книга – это тайна, информация или же судьба. Смотрите, какая древняя книга, просто от времени она такая ветхая стала, да. Металлический переплет. И в книге ключ. Вот это ключ. Ключ к разгадке. Но да, это правда, что информация, знание – это самое главное. Получите ключ к разгадке вот этих карт. Видите, то есть тоже зеленый ключ сюда подходит. Очень здорово. Итак, ключевое общение. Ну да, по вашему вопросу, который вы спросили, и это будет 8-й расклад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-й расклад. Главное общение. Главное уметь общаться правильно, грамотно. И это всегда нужно улучшать, потому что язык меняется. Итак, птицы вместе с ключом. Нужно поговорить с этим человеком, может, о котором вы хотите что-то узнать. Итак, у нас 9-й расклад, да? 9-й расклад – это кольцо. Вот такое интересное кольцо. Кольцо внутри заполненное какой-то энергией. Зеленое с черным. Какая-то энергия. И смотрите, какой-то минерал вместо камня. Как будто бы какой-то кварц. Минерал какой-то, да? Интересное кольцо. Кольцо, знаете, вот кольцо огненное. Напоминает, как то кольцо в цирке, через которое лев будет прыгать. Вообще теперь уже, я надеюсь, больше не мучают всяких животных в цирке. Это ужасное издевательство над животным, да? Заставлять его прыгать через это кольцо без толку, потому что животное прыгнет, когда ему нужно, а не просто так, да? В общем, жестокое обращение с животными. Да, кольцо. Кольцо и anchor, или же якорь. Вот какой классный якорь. Уже вот морская вода его просто эрожен такой, и сделала его ржавым, может быть, да, старый якорь. Якорь и кольцо вместе означает, кто-то к вам серьезно относится, это стабильность. Кольцо – стабильность, потому что кольцо – это обещание, обещание страсти и долгих отношений или хорошая работа. Это у нас с вами было 9. 10-й расклад. Рыбы и ключ. Вот такой ключ, похож на якорь. По стилю, ну, стиль здесь придерживается, кроме звезды. Звезда имеет другой стиль, и это, конечно, как-то немножко напрягает, потому что она выбивается из общего плана, да, сильно выбивается. Наверное, есть в чем-то здесь смысл в этом. Не знаю, будем видеть, как карты будут открываться в процессе работы. Итак, рыбы разные, всякие, в разные стороны смотрят. То есть деньги будут приходить отовсюду к вам, и это ключевое, заработок будет большой. Или кто-то, ключевой человек, вас любит. Вот такая интерпретация лаконичная, да, но я делаю лаконичные карты. Итак, 9, 10, 11. 11 у нас здесь с вами развилка, crossroads, развилка и письмо, letter. Письмо такое тоже ветхое, да, какой-то пергамент и глаз посередине, как будто бы карта острова сокровища. Вот здесь именно и зарыто сокровище, там, где печать. Печать такая кровавая с глазом, то есть важное послание придет. И crossroads очень классный. Вот развилка классная, да, развилка. В одну сторону пойдешь, гору найдешь, здесь 2 горы, холмик, 2 холмика, 1 холмик, а здесь вот дворец. Вот такая вещь. Развилка вместе с письмом – это что к вам может прийти письмо, которое вас озадачит, и вы не будете знать, что вам делать, будете сомневаться в чем-то, придется выбирать что-то. Развилка – это выбор. Итак, какой же номер следующий? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 номер. Если вы загадали 12 номер,
Вот вам и ответ. Вот эта коса, половина какого-то меча, меч или же, ну да, меч. Здесь коса, а вот меч. Кровь, что черное, довольно страшная коса, да? Коса и медведь, смотрите, какой медведь. У него, он открыл пасть, и оттуда, вот как, знаете, огонь. Уже пищеварение работает, чтобы съесть кого-то. Ух, да. Действительно, что это малефик, злые карты, злые, да. Ну, смотрите, это начальника нужно остерегаться, или мужчина может быть разъяренный, злой мужчина, или мужчина может прийти к вам раздраженный, раздражение какого-то человека. 12. Итак, 13 расклад из двух карт. Карта ребенок и сторк, или же аисты. Правильно было бы сторкс написать, потому что двойная карта. Важно в Ленорман важно, где двойные карты, да. Например, здесь birds правильно написано, а stork вот здесь описка. Или человек не знал, да. Должно быть storks, то есть аисты. Двойная карта. Аистов вообще нельзя узнать, никак. Никак нельзя узнать. А конек-гарпунок какой-то, да? Вот это, наверное, его клюв желтый. А вот это его две ноги. Аисты. Ребенок. Пропеллер, как у Карлсона, но не на спине, а на голове. Смешной такой ребенок. Если вы задали вопрос, 13 расклад, то это новое что-то в доме. В доме что-то будет меняться, перемены в доме или переезд. Это может означать. Я так лаконично читаю, потому что такова задумка этих карт. И первый раз мы их читаем лаконично. 14 расклад. Отдаем дань автору. А потом уже мы будем с вами слушать то, что будут карты давать уже сами по себе. Да? Первый раз даем дань автору. Лаконичное чтение. 14 расклад, если вы загадали себе число. И у нас здесь с вами крест. Крест, похож на ключ, такая же идея. И garden, то есть сад по-русски, да? Сад. Смотрите, здесь какие-то грибы такие интересные. Холмик, деревья, пальма и сосны вместе. Разве так бывает? Ну, вообще в Ванкувере у нас есть и пальмы, и растут и сосны. Но пальмы люди посадили, они сами по себе не растут. Вот это сад, какой-то лабиринт немного. Итак, читаю эту комбинацию. Это общество, сад – это общество. Или по соседству, или это ваша семья, но не прямая, не родители, а там более отдаленные родственники или общество. Тяжелое общество, какие-то тяжелые люди вокруг вас. Нагружают вас. В обществе какая-то тяжелая энергетика. Это был 14 расклад, 15 расклад. Итак, смотрим, что мы здесь видим с вами. Сердце. Смотрите, какое сердце медицинское. Медицинское сердце с трубками, куда идет кровь. И тоже мужчина, 28-я карта мужчины. Мужчина здесь тоже страшный довольно, да, такой, как привидение. Руки у него перекрещиваются, вот видите. Вот, вокруг него символ Марса. Сердце мужчины. Или вы в сердце у мужчины. Мужчина вас любит, раз вы у него в сердце. Итак, это на 16, 17, да, 16 расклад, вот 16. Карта собака. Смотрите, какая собака здесь. Необычная, да?
собака и башня. Башня тоже необычная, как все в этих картах. Ну вот смотрите, башня это или одиночество, или это на работе, да. Собака это друг, верный человек, преданный. Или вообще, если не человек, то просто атмосфера, дружелюбная атмосфера на работе. 17-й расклад у нас с вами. Крысы и тучи. Тучи здесь вот как звезды. Смотрите, видите, звезды были. Выбивается из общего контекста. И тучи тоже очень выбиваются. Тучи очень черные, да. И мыши, крысы. Крысы по-русски обычно мы говорим, но по-английски иногда на некоторых колодах написано mice, или же мыши, или rats. Здесь rats, крысы. Крысы очень страшные, их много. Хвосты такие, ну уже вот действительно, что пугалка какая-то, да, страшилка. Еще раз повторяю, страшилки, если правильно их понимать, они могут избавить от страхов. Итак, крысы напустили туману вокруг вас, то есть люди склочные, злые, обманывают вас, информацию скрывают какую-то от вас, то делают, что им выгодно, и воруют, например, энергию у вас. Крысы это могут быть люди негативные. И еще один расклад, последний, 18-й, если вы загадывали по номерам. Дерево и плетки. Здесь плетки он хорошо, интересно назвал whip and broom. Метла есть на некоторых картах, мы видим, метла называется, на некоторых плетки, да. Именно здесь whip это плетка, а broom это метла. Вообще, чисто по-эзотерически метла чистит от негатива, она выметает все, не зря же ведьмы на метлах, на метле, да. Метла чистит от негатива, все выметает. Видите, у меня такая метла, это моя метла, вот такая, от Джеффри Стар. Он мне не заплатил, но это метла, очень хорошая щетка. Еще раз повторяю, это не реклама. Это моя метла, такая розовая, да? Вот, итак, whip and broom, плетки и дерево. Дерево это родовая связь, это здоровье. Нужно чистить здоровье, нужно лучше вам стиль жизни поменять, или же поменять образ мышления, или поменять, что вы едите, или с кем общаетесь. Нельзя общаться негативно. Плетки это почистить ваше родовое дерево от негатива, да. Ну вот так здесь, да. Сейчас я эти карты все соберу. Опять же повторяю, что это двойная польза в этом раскладе, чтобы вы знали карты, потому что я буду делать на них расклады, и чтобы вы будете знать все, да. Вообще тройная польза. Вторая польза это то, что карты называются малефик, то есть злые, они избавляют от негатива. И третья польза то, что можно выбрать себе номер, можно пересматривать много раз и выбрать отдельный номер и получить ответ на свой вопрос. Вот такие классные карты у меня, новые. У меня есть карты «Тайны старого замка», где я тоже использую их для таких глубокого понимания, что там не так, какой-то негатив, диагностика, и эти дополнения в эту же копилочку. Очень люблю вас, обожаю, надеюсь, вам интересно было. Пишите, пожалуйста, комментарии, мне очень интересно узнать от вас, вообще услышать, как у вас дела идут, и будем видеться. Пока-пока, мои дорогие!